Добрый день, дорогие мои зрители, подписчики и гости канала. Наше видео будет посвящено новолунию и солнечному затмению, которое открывает коридор затмений 14 октября. Это солнечное затмение представляет собой повторение через Сарос кольцеобразного солнечного затмения 3 октября 2005 года. Следующее затмение данного Сароса произойдет 25 октября 2041 года. Пожалуйста, вспомните, что у вас было тогда, в 2005 году, что было подсвечено, какие вопросы возникали. Велика вероятность, что сейчас возникнут такие же. В конце вас ждут ритуалы и практики, смотрите видео до конца. Новолуние у нас наступит 20 часов 55 минут, а вот с 18:05 до 23:55 по московскому времени произойдет кольцеобразное затмение Солнца. Максимальная фаза в 21:00 по Москве. Звездные феномены всегда зажигают искры в нашем воображении и притягивают наше внимание. Они служат напоминанием о том, что мы встроены в грандиозное космическое полотно, где все элементы очень тесно связаны между собой. Новолуние – одно из таких удивительных явлений, и на этот раз оно особенно выделяется. 14 октября, начиная с 18:05 и до 23:55 по московскому времени, нам предоставится шанс стать свидетелями новолуния на фоне солнечного затмения, ставящего это событие в центр внимания всех людей, живущих на планете, особенно астрологов и, конечно же, искателей духовных тайн. Новолуние всегда представляет собой ситуацию, когда Луна и Солнце находятся в одном и том же знаке зодиака. И это время новых начинаний, возрождения, это время изменений. Солнечное затмение, в свою очередь, возникает, когда Луна перекрывает Солнце, создавая временное затемнение. Такое явление придает дополнительную загадочность, таинственность новолуния. Но, как и любое астрологическое событие, новолуние в солнечном затмении также имеет свои потенциальные опасности. Считается, что затмение – это кармический период, когда каждое событие судьбоносное и несет отпечаток еще очень долгое время. Минимум люди ощущают влияние полгода, а вообще затмение действует на период до 18 лет, таков уж цикл затмений. Таким образом, каждому из нас представляется уникальная возможность пересмотреть свои прошлые поступки, внести коррективы в текущий путь и сознательно влиять на свою будущую судьбу. Все ваши действия и решения сегодня могут решить ход вашего завтрашнего дня. Когда говорят о коридоре затмений, имеют в виду специфический промежуток времени между солнечным и лунным затмениями. Этот коридор появляется в нашем календаре обычно 2-3 раза в год. Каждый набор затмений пропитан своим особым вибрационным зарядом, определяя ключевые события, которые будут разворачиваться в последующие месяцы и даже годы. Именно поэтому в этот период очень важно избегать каких-то импульсивных, необдуманных решений. В коридоре затмений каждая ваша реакция, каждый ваш шаг, а также абсолютно все ваши слова и мысли приобретают особое значение. Большинство конфликтов, возникших в дни затмений, могут радикально изменить характер ваших отношений. В лучшем случае это приведет к какой-то потере доверия, уважения, а в худшем к непоправимому разрыву. Однако также это время, когда проявление искренности, теплоты, любви, заботы могут стать основанием для очень-очень крепких отношений. Такие моменты могут укрепить семейные узы или даже породить новые какие-то крепкие традиции. Солнечное затмение – это всегда очень мощное астрологическое явление, при котором Луна проходит между Землей и Солнцем, временно закрывая его свет. Когда такое затмение происходит в знаке Весов, оно приобретает нюансы, связанные с архетипами и энергиями этого зодиакального знака. Весы очень воздушный знак, который ассоциируется с гармонией, балансом, отношениями, партнерствами, социальными отношениями также. Они всегда ищут гармонию во всех аспектах жизни и стремятся к справедливости. Весы также у нас связаны с этикой, красотой и искусством. И прежде всего это затмение коснется следующих сфер. Это у нас отношения и партнерство,
В это время могут возникнуть новые отношения или измениться динамика каких-то существующих. Многие люди будут переосмысливать свои партнерские отношения, а некоторые могут даже столкнуться с проблемами и решить изменить свой статус. Поэтому будьте внимательны. Поиск баланса, затмение в весах, оно как бы подталкивает к поиску гармонии и баланса в личной и профессиональных жизнях. Это может касаться равновесия между работой и отдыхом, дать или взять, какой-то активностью или пассивностью. Выйдут на первый план социальные вопросы и справедливость, общественные и политические темы, связанные со справедливостью, равенством и гармонией, могут быть особенно актуальными. Эстетическое восприятие – это время, когда повысится интерес к искусству, моде, красоте. Многие люди могут вдохновиться и начать какие-то творческие начинания, могут решиться изменить свой стиль. А также, конечно, могут возникнуть внутренние конфликты, несмотря на внешний поиск гармонии, затмение может выявить какие-то внутренние конфликты и дисбаланс, подталкивая к их решению. Солнечное затмение в весах – это период, когда усиливается потребность в гармонии, партнерстве и справедливости. Это время, когда многие люди задаются вопросами о том, а что действительно важно в отношениях, и ищут способы достижения не только внешнего равновесия, но и в первую очередь внутреннего. Независимо от того, как это затмение повлияет на вашу жизнь, оно представляет собой возможность для роста, преобразования и поиска гармонии. Эффекты предстоящего затмения начнутся уже с 14 октября 2023 года и продлятся до следующего солнечного затмения в Овне, которое произойдет 8 апреля 2024 года. И с момента этого явления начнется новая фаза, инициирующая ряд изменений и трансформаций в судьбе каждого человека. Эти вибрации затронут абсолютно всех жителей нашей планеты, но особенно сильное влияние они окажут на тех, кто проживает в местах, где это затмение будет прям наблюдаться. Кстати, на затмение смотреть ни в коем случае нельзя, пожалуйста, воздержитесь. Когда происходит кольцевое затмение, Луна находится в наибольшем удалении от Земли, в апогее своей орбиты. Она не способна перекрыть Солнце, и в результате чего образуется такое огненное кольцо. Этот величественный красноватый свет исходит от внешних слоев Солнца. Данное астрономическое событие произойдет в точке Лилит, самом далеком месте от Земли, на лунной орбите. В астрологии черная луна или Лилит представляет собой апогей этой орбиты и символизирует все темные аспекты Луны. Это прежде всего кармическая сеть сложных, очень сложных, давайте так, таинственных событий, охватывает человека искушениями, которые могут привести к потере разума. Она активирует темные подсознательные установки, усиливает глубоко сидящие страхи, вызывает какие-то непредсказуемые реакции. Под эгидой вот этой черной луны человеческое поведение может быть окрашено проявлениями каких-то низменных желаний, усиленным эгоизмом, рискованными поступками и упрямством. Под воздействием черной луны становится настойчивое желание идти ошибочным путем, даже если это все противоречит здравому смыслу, реальной ситуации. Искаженная реальность, переоценка своих способностей, чувство своей неприкосновенности могут подталкивать людей к необдуманным действиям. С одной стороны, это может проявиться в каких-то безрассудных поступках и пренебрежении к правилам, с другой в иллюзорном видении мира и чрезмерной уверенности в себе. С учетом этого люди в странах, где будет видно затмение, могут действовать не очень адекватно, создавая какой-то хаос, вызывая беспокойство среди окружающих. Но новолуние в солнечном затмении все равно предлагает нам возможности внутреннего роста, развития. Это время и новых начинаний. Пользуйтесь этой энергией для своей духовной практики, для своего развития. Наблюдайте за природными явлениями, осознайте свое место во Вселенной. Не давайте себе упустить эту возможность и воспользуйтесь энергией новолуния в солнечном затмении в свою пользу. Новолуние, растущая луна – это время у нас для наращивания, приумножения, привлечения денег. Обязательно заполните чек изобилия. Мы его заполняем в течение суток после наступления новолуния. Список 108 желаний мы пишем также в ближайшие 3 дня. Если не успели все сделать в первый день,
пожалуйста, сделайте в 3 дня. Главное, лучше за 1 раз. Список 10 целей, дневник самопрограммирования. Выбирайте, что вам больше нравится. Мы пишем их ежедневно, независимо от фазы Луны. Как можно больше совершайте квантовых скачков. Очень хорошо проводить практики очищения. Затмение — это у нас все-таки про очищение, потому что здесь у нас всегда идет трансформация. Лучше самому что-то отдать, чем потом заберут. 108 раз пишем «благодарю» каждый день. Зачем? Почему? Все есть видео, называется «Ключ». Все ссылочки оставлю в комментариях. Работайте с аффирмациями. Я вам хочу также напомнить, что это энергии пришли такие. Но только нам решать, что нам думать, что нам чувствовать. Потому что именно мы своими мыслями, своими чувствами формируем нашу жизнь, наш мир. Обязательно воспользуйтесь информацией для того, чтобы все это обратить для себя любимого во благо. Во время коридора затмений очень важно помнить о своих действиях и решениях, поскольку они все будут иметь долгосрочные последствия. И одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на нашу жизнь, являются солнечные и лунные затмения. Они на человека влияют по-разному. Солнечное затмение – это влияние на нашу психику, а лунное – это управление нашими эмоциями. Именно поэтому в момент затмения Солнца люди становятся очень тревожными, испытывают беспокойство, легко впадают в состояние стресса. Во время солнечного затмения, как правило, увеличивается число конфликтов, люди становятся агрессивными, легко впадают в гнев. Помните, что весы всегда ищут гармонию. А затмение и новолуние могут вас побудить к активному поиску баланса во всех сферах жизни. Вопросы справедливости станут актуальными. Многие люди будут стремиться к дипломатическому решению конфликтов. Влияние весов может вызвать более острое восприятие красоты, искусства, гармонии в окружающем мире. И, конечно же, это внутренние изменения, потому что новолуние – это время новых начал. В сочетании с затмением в весах это может быть периодом очень глубокого самоосмысления и желания привнести в жизнь изменения в соответствии с собственными истинными ценностями. Творите добро, излучайте любовь, и все у вас будет прекрасно. А у меня на этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео с друзьями. А я вам желаю классного дня.